Ну что, сегодня у нас лекция по повешенному. Один из достаточно простых старших арканов, хотя он только кажется простым, и есть в нем такая сторона, которую другие тарологи либо опускают, не могу понять почему, либо просто не знают. И вот эта сторона, она будет выглядеть для аркана повешенный, который традиционно считается арканом самопожертвования, будет считаться очень странной. Однако, если вы внимательно посмотрите это видео, то вы все поймете. Там все предельно просто, понятно и логично. Самое главное об этом знать. Зовут меня Пан Роман. Я таролог из Вроцлава. Ну, это для тех, кто впервые смотрит это видео, для тех, кто уже давно со мной знаком. Я думаю, представляться не надо. Ну что, давайте начинать будем. Не будем долго рассусоливать, не будем долго тянуть. Вопросы сразу пошли в чатик, отлично. Я очень прошу вас давать вопросы в чат, потому что вопросы порой наводят на такие, скажем так, стороны аркана, о которых часто забываешь, просто потому что они кажутся какими-то само собой разумеющимися, да, и тарологи с опытом, они просто забывают о них. А вот начинающие тарологи очень часто об этом и не слышали, от того, что все остальные об этом и не говорят. Поэтому, если вы будете давать какие-то наводки, я обязательно буду отвечать на ваши вопросы. Неважно, это чат в прямом эфире, либо это уже комментарии к вышедшему видео. Не стесняйтесь, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы вдруг еще не подписаны почему-то. Буду рад всех видеть, буду рад со всеми пообщаться на прямых эфирах. Вы знаете, я люблю прямые эфиры. Ну что, повешенный жертвует собой ради себя. Уже сразу зашли с козырей, да, хорошо, да, так оно и есть, повешенный жертвует собой ради себя, а не ради кого-то, но не на 100%. Это одно из значений карты. По значениям карты, кстати, все они есть в лекциях по старшим арканам, в плейлисте «Старшие арканы», да. Вот, там все разобрано подробно, что, почему, зачем, что именно значит эта карта, что за повешенный, почему именно такой, почему его именно так рисуют, что за дерево, на котором он висит, что за символика этого древа есть в культуре. Да, в той же самой лекции были и значения, все, которые нужны по этой карте, основные значения, да. Ну и, собственно, если помните, я вам представлял те фильмы, в которых можно найти что-то похожее на повешенного, чтобы более тонко, более точно его прочувствовать, эту самую карту. Вот, например, очень романтичный фильм с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон. Там идет такая тема самопожертвования, да, как бодигард, это как это будет по-русски бодигард? Телохранитель, да, вот он жертвует собой ради того, чтобы человек, которого он защищает, остался цел. Вот почему нормальный повешенный не может жертвовать собой ради кого-то? И почему не только так он должен делать? Армагеддон, в общем, все эти фильмы у нас идут как доказательство того, что человеку свойственно жертвовать собой ради своих близких, ради людей, которых он любит, но не все так однозначно, да? Хорошо. Давайте разберемся вообще. Если вы помните из моей лекции по значениям, кто себя повесил? Вот таким вот образом. Почему повешенный считается, скажем так, самостоятельно повесившимся? Да, и почему это символика и самоубийство еще в каком-то роде, ну, эту тему, я думаю, затрагивать сегодня не будем, потому как у нас сегодня все-таки разбор смысла жизни. Да? Если у вас есть этот смысл жизни, то ни о каких таких действиях вы думать не будете, просто потому что некогда, просто потому что нужно вот всю эту жизнь как-то проживать. Да? Вот, хорошо. Повешенный у нас относится к весам, что вполне логично. Две карты у нас относятся к весам. Это правосудие или справедливость, как ее часто не совсем верно называют. Седьмой зодиакальный дом, весы. И если правосудие у нас относилось к Хирону, да, к поддержанию
равновесие с другой стороной, с которой ты участвуешь в каком-то взаимообмене энергии, действий, желаний, мотивов и прочего всего такого. Какие-то договорные способности, которые в обязательном порядке нужно соблюдать. Вот, то повешенный у нас идет в основном по Венере. Да? Это вторая планета седьмого дома. Раньше в традиционной, старой, скажем так, астрологии она считалась основной для этого дома, но сейчас она скорее такая фоновая. Хотя, тем не менее, значимость не теряет. Почему именно Венера? Венера — это ощущение любви к другим людям. Если во втором доме, в Тельце, это было ощущение просто, практически физической любви, да, на уровне тактильном, на уровне материальном, да, то в Весах, а это знак воздушный, идет уже скорее понимание этого процесса и понимание того, что любить своих ближних это нормальное, естественное, человеческое, врожденное, практически на физическом уровне вписанное в разум человека свойство, то по Весам идет распространение вот этой самой любви уже и к другим людям. Не только к тем, кто является вашим кровным родственником, да, но и к окружающим вас людям вообще. Об этом говорит, в принципе, вся вторая треть зодиака. Тут у нас с вами человек учится не столько жить ради себя, правильно познать себя по первой трети зодиака. По второй трети зодиака человек учится добрососедским отношениям со всеми теми, с кем он взаимодействует в этом мире. Это и родня, это и знакомые, это соседи, это клиенты на работе, это начальник на работе, это даже налоговый инспектор, который к вам приходит на работу, и вы должны с ним взаимодействовать просто потому, что вы живете в социуме. Да? Вот. Именно поэтому все люди, с которыми вы соприкасаетесь неким образом, оцениваются вами как та сила, которая взаимодействует с вами, когда вы пытаетесь воздействовать на окружающий мир. Воздействовать на окружающий мир мы с вами можем через других людей в первую очередь. Самостоятельно изменить мир очень сложно. Но если правильно выстроить отношения с другими людьми, а этому вот нас как раз и учит вторая треть зодиака, то ваше воздействие на окружающий мир становится более весомым, более значимым. И если по логике Марса, Овна, да, первого зодиакального дома, можно сказать, что я и сам себе отличный товарищ, да, один в поле воин, я могу сделать что-то с окружающим миром, то в седьмом доме приходит понимание того, что в партнерстве с кем-то, взаимодействуя с кем-то еще, ваши усилия увеличиваются во много раз. Помните вот эта великолепная фраза «одна голова хорошо, а две лучше». Да? Народная мудрость, она не просто так сформулирована у нас в таких вот весомых, высеченных в граните цитатах. Да? Поэтому можно сказать, что мало по Овну понять, что ты сам можешь. Важно по Весам понять еще, что ты можешь для других. Вот. Овен, конечно, по первому дому научается что-то ощущать в себе на контрасте с желаниями других людей. Вот. А вот Весы хорошо понимают, что они могут сделать для других людей, отчетливо познавая желания других сторон. Да? То есть в идеале у нас получается так, что если Овен — это такая идеальная личность, человек, который отлично осознает, чего он хочет, то Весы — это идеальный партнер. Это человек, который отлично осознает, чего хочет его партнер. Таким образом, Овну нужны Весы, чтобы осуществить его самые овновские эти желания, а Весам нужен Овен для того, чтобы осуществить желание Весов, то есть дарить кому-то помощь, жертвовать своими силами, своим временем, своим ресурсом
ради кого-то другого. Потому что всегда есть мороженое одному, невкусно ни мне, ни тебе, ни ему. Помните? Вот. Ну, это мы успели с вами понять еще в предыдущих картах. Это мы успели с вами сообразить еще в колесе фортуны. Потому что колесо фортуны — это тот самый механизм, та самая система, которая позволяет нам понять, как устроен этот мир. Хотя бы с нашей точки зрения. И плох тот отшельник, который в колесе фортуны не понимает, что основная сила — это сила взаимодействия с другими людьми. Правильный отшельник это, конечно, понимает. И потихонечку приходит к правосудию. К пониманию того, что есть другая сторона, и давайте с этой другой стороной взаимодействовать. Договариваться, обещать и выполнять свои обещания. По повешенному. Этот же самый отшельник потихонечку приходит к пониманию того, что если другой человек чего-то хочет, то его желания ни в коей мере не менее важны для мироздания, скажем так, да, чем наши желания. Поэтому, как минимум, он должен выровнять свои желания и желания других людей. То есть важно понять, что вы как личность ничем не лучше и не хуже, чем другая личность. Само собой, если мы берем это по умолчанию, настройки по умолчанию такие, да, уже потом мы смотрим, что это за личность такая, да, что он из себя представляет как человек желаний, как человек каких-то скрытых мотивов. И если это хороший человек, мы с ним взаимодействуем. Если это плохой человек, мы его убираем от себя. Это уже каждый выбирает партнера себе сам. Теперь к вопросу, кто же повесил себя самостоятельно. Тут уже в чатике написали, что да, это бог Один. Это бог Один, который повесил сам себя оригинальным способом, пригвоздив себя к мировому древу Игдрасиль. Вот, это скандинавская мифология, даже не столько скандинавская, сколько, скажем так, германская, вот, северогерманская, скандинавская. Вот. Зачем он это сделал? Дело в том, ну, я напомню кратенько содержание предыдущих серий по повешенному. Он пришел к корням мирового древа, то есть мироздания, да? Он закопался в самую глубь. Это символика отшельника, уход в себя, познание вот всего этого мирового древа, откуда оно растет, в чем причина его появления. В общем, когда приходишь к источнику Мимира, вот этот самый мудрец, отшельник Мимир, этот источник, чтобы понять, как устроен этот мир. То есть понять то самое колесо фортуны. И вот когда он понял, что и как работает, этого ему показалось мало, потому что мало обладает теоретическими сведениями. Нужно наработать еще навыки. Нужно еще понять, как все эти теоретические сведения о мироздании, о том, как устроен мир, что вот смотрите, есть какие-то скрытые мотивы, да, есть наше прошлое, есть то, на чем основано наше настоящее, теперешний момент, да, он пришел откуда-то, из каких-то корней, из чего-то вырос. Да? Все желания сиюминутного человека, они идут из подсознания, из тех самых сусеков, да, по которым скребли бабка с дедом, чтобы слепить того самого колобка, который идет в какое-то мифическое путешествие. Да? То есть мы изнутри вытягиваем причины наших сиюминутных желаний, и грамотный человек, грамотный бог Один, да, умный, это бог мудрости, идет потихонечку в будущее, планирует свое будущее, понимая, что будущее тоже многогранно и разветвленно. Что будущее может развиваться по любому сценарию, который вы там себе пропишете и будете стараться придерживаться. Само собой, не только от вас это зависит, но и от судьбы, от каких-то, скажем так, из какой-то ситуации, которая была дана вам при рождении, да, то есть не только ваша воля играет, но еще и обстоятельства, которые складываются по итогу вот в движении по этим ветвям. Но если вы планируете движение вверх, вперед, вы должны каким-то образом продумать, по какой ветке вам двигаться. То есть, что вам нужно делать, исходя из того знания, которое вы приобрели. Можно сказать, что вот это тот самый переломный момент,
который дает вам острое чувство жизни, отчетливое понимание того, что вы живете здесь и сейчас. Об этом очень много говорил и писал, и делал какие-то видео, фильмы там снимал даже. Интересный такой товарищ, как, ну вот тут же, да, я тут же забыл фамилию, имя, фамилию, у меня вообще очень сложно с именами и фамилиями. Напомните, пожалуйста, девушки, мужчины в чатике, товарищ, который говорил про момент сейчас. Запамятовал фамилию, но вспомню. Просто загуглите момент сейчас, да, и вам обязательно выдаст этого товарища, который, кстати, вот по манере говорить, он так очень медленно, неспешно, как-то так по-скандинавски или по-фински, по-эстонски, как-то так. Экхарт Толле. Вот, вспомнил. Экхарт Толле. Загуглите, почитайте, вам очень понравится. Это вот про умение прочувствовать теперешний момент. Момент сейчас. И вот если вы чувствуете острый этот момент, если вы поняли, из чего он складывается, вы сам... Да, Толли, спасибо. Вы складываете свое будущее, вы начинаете двигаться вперед. Для этого вам нужно понять, каким же именно образом вы будете двигаться вперед. Что вам нужно сделать для того, чтобы продвинуться по желаемому пути. И вот для того, чтобы понять свои силы, для того, чтобы понять инструмент, которым можно воздействовать на внешний мир, Одину пришлось изучить руны. Руны — это, в принципе, инструмент изменения мира. Можно сказать, что руны олицетворяют собой символы потоков энергии, потоков стихий. Очень сложно это оформить в какое-то более или менее понятное, ощутимое слово, просто потому что энергия сама по себе, она может быть представлена в абсолютно разных проявлениях. Да? И если мы с вами будем говорить как-то чрезмерно напыщенно, эзотерически, да, потоки энергии, которые пронизывают наше тело, космические лучи, которые дают нам силу, это все будет звучать как-то очень странно. Но по сути вы должны найти мотивацию. Мотивацию определенного образа, мотивацию определенного знака, направленности, какой-то вектор движения. Проще говоря, прочувствовать свои желания. И вот эти самые ваши желания, они тесно связаны с тем миром, в который вы направляете эти самые желания. И это все начал еще Овен, который сначала чувствует то, что заложено в нем, чувствует это свое желание. А вот весы и повешенный, они должны определенным образом понять, что хочет другой человек, чтобы подсчитать, как ваше желание соответствует желанию той стороны, в которую вы движетесь. Ну, грубо говоря, если вы хотите залезть в гору, вы чувствуете, чего гора от вас хочет. Гора хочет от вас туристических горных ботинок, какого-то посоха, рюкзака и чего-то серьезного, да? То есть, если вы знаете, куда вы идете, вы понимаете, что вам нужно с собой иметь. И, соответственно, когда вы пытаетесь двигаться в какую-то сторону, вы обязательно должны от чего-то отказаться. Потому что вы не можете взять с собой в путешествие то, что вас ограничивает, то, что вас удерживает на одном месте. Допустим, если вы хотите поехать в какой-то другой город, вы понимаете, что телевизор вы должны оставить дома, потому что с ним будет не очень удобно на железнодорожном вокзале, в плацкарте будет не очень хорошо с 50-дюймовым телевизором, неудобно будет. Поэтому вот на время путешествия, поездки в другой город, вы должны отказаться от уютного дивана, вы должны отказаться от телевизора, от холодильника, от запасов еды и прочего-прочего. Да? Но взамен вы получаете мотивацию путешествия, вы получаете какие-то новые эмоции, какие-то новые приключения, общение с другими новыми людьми, которые могут вас направить в какую-то более яркую сторону вашей жизни. То есть, в принципе, жертва диваном и телевизором стоит того, чтобы двинуться в какой-то город. Но для этого нужно четко чувствовать, чего ты хочешь. Вот Один, приведя себя в такое, в неудобное положение, четко понял, что ему надо, чего ему не надо, что ему мешает, от чего ему нужно отказаться. Вот эта тематика жертвования, она для знака весов отчетливо понятна
на уровне подсознательном. То есть, в принципе, весы легко умеют отказываться от того, что важно для них, для того, чтобы помочь другому человеку, то есть другой стороне. Понимая, что взаимодействие ведет их в какую-то сторону, в сторону будущего, а я напомню, что все воздушные знаки хорошо чувствуют движение вперед, хорошо чувствуют будущее, хорошо прорабатывают, продумывают, представляют себе это самое будущее. Если все земные знаки интуитивно, очень ловко работают с прошлым, с накопленным знанием, с накопленной энергией, то высокую энергетику воздушным знаком дает ощущение будущего. Поэтому весы, отказываясь от чего-то такого, что для них ценно, как бы уже немножко находятся в ближайшем будущем, которое им дает взаимодействие с другой стороной, с желаниями других людей. Поэтому они легко отказываются от того, что для других людей может казаться очень существенным, очень важным. Вот. Почему у нас бог Один был такой хитроумный, скажем, да? Все мы знаем, ну, по крайней мере, те, кто вот этот самый миф слышал, изучал, читал, мы знаем, что бог Один принес в жертву себя, ну, то есть, условно говоря, свои интересы, свою жизнь, свою мотивацию, да, принес в жертву самому же себе. И вот тут кроется самая интересная загадка этой карты, которая позволит нам продвинуться дальше в понимании себя, в понимании этой жизни, в понимании нашего смысла жизни. Если вам луч миссии, да, выпал на эту карту, что за луч миссии, загуглите лучи миссии, я думаю, что вам все станет понятно. Вот, какой-то кармический урок, который вам нужно пройти по этой карте. В первую очередь это понимание того, что нужно пожертвовать ради движения вперед. Повешенный не просто так висит на этом дереве. Если бы он не хотел ничего менять, он бы нормально, спокойно ходил ногами по земле привычным способом. Повешенный находится в нестандартной, в непривычной для него ситуации, в новой в чем-то. По этой карте часто идут, как уже в чатике писали, какие-то решения проблем новым, нестандартным способом, да, все перевернуть с ног на голову, и тогда кажется, что все это будет видеться каким-то более интересным. Начинаешь обращать внимание на совсем другие аспекты жизни. У художников, напомню, есть очень интересный способ, как понять, хороша картина, которую они рисуют, либо в ней есть какие-то изъяны, которые глаз уже не видит, потому что замылился, да, художник долго рисует картину и какие-то ошибки уже не видит, потому что постоянно смотрит на них. Это нормальное свойство человеческой психики привыкать к тому, что есть, и с течением времени убеждать себя, что оно так и нормально. Раз оно было вчера, сегодня и позавчера, значит, это нормально. То есть некоторые ошибки мы начинаем игнорировать. Но если художник картину переворачивает, ему тут же начинают бросаться в глаза все нестыковки. Неправильное сочетание цветов, какие-то ошибки в композиции, ошибки в перспективе. Вот это все отчетливо видно, когда смотришь на привычную ситуацию с нового угла, с другого ракурса. Проще говоря, переворачивая всю эту тему. Поэтому у повешенного как бы два основных значения. Нестандартное решение и жертва. Почему бог Один принес эту самую жертву себе? Да потому что больше некому было жертвовать. Потому что он верховный бог. Верховный бог и так обладает всем, скажем так, да. Может быть, я, конечно, все это несколько примитивно подаю, но я подаю это в несколько таком сжатом и простом виде, просто для лучшего понимания, чтобы уже не вдаваться в детали скандинавской мифологии, которая, может быть, не всем интересна. Но, по сути, если уж жертвовать, то богу Одину. Если уж как бы жениться, то на королеве, да, что-то такое. Вот. Если уж зарабатывать, то все деньги мира. Зачем размениваться на какие-то полумеры? Вот. И, соответственно, вот этот миф очень интересен чем?
Потому что если докопаться до сути, когда мы чем-то жертвуем ради другого человека, мы же хотим добиться чего-то хорошего, да, вот для этого самого человека. Например, если у вас есть ребенок, я думаю, что, наверное, с 95% зрителей на моем канале это женщины, даже где-то по статистике я смотрел 97%. Если у вас есть ребенок, хотя, если подумать, то для мужчин это чувство тоже вполне себе такое ощутимое. По крайней мере, я как отец 2 дочерей, я прекрасно это чувствую. Когда у вас есть ребенок, жертвуешь ради ребенка чем-то, не задумываясь. Потому что, это же твой ребенок, да. Твои дитятка, твоя кровинушка. Как если оно смотрит на тебя голодными глазами, ты же отдашь ему последний бутерброд. Вот. С одной стороны, мы жертвуем чем-то ради другого человека. С другой стороны, мы же это делаем, подсознательно просчитывая по весам вероятное будущее. Да, что если я этого не сделаю, я буду чувствовать себя плохо. Если в случае ребенка это заложено скорее очень-очень глубоко где-то внутри, куда сознание не докапывается, это родительский инстинкт, да, это нормально, то если представить себя во взаимодействии с этим ребенком, мы хотим, чтобы это нам потом было хорошо в этом будущем. Бессердечный родитель может сказать: нет, ты знаешь, я сам хочу съесть этот бутерброд, иди там в свою комнату, играй дальше в свои игры, да? И съесть этот бутерброд. Ребенок, конечно, расстроится, но если родитель бессердечный, ему будет ни тепло, ни холодно. С точки зрения человеческой морали это плохо, конечно, но такие люди тоже есть. Вот. И им нормально. Вот они по весам не особо жертвенны, и у них могут быть сложности с дальнейшим развитием отношений со своими детьми. Но нормальный человек, конечно, хочет для себя хороших отношений с ребенком. Поэтому, жертвуя чем-то ради ребенка, мы жертвуем что-то свое, тот самый бутерброд, который нам так дорог вот в данную секунду, потому что мы голодны, мы хотим съесть. Жертвуем ради своего будущего, спокойного общения с этим ребенком, чтобы нам было хорошо. Понимаете, человек, когда что-то делает ради другого человека, он делает это в конечном итоге для себя. Пионер, который всем пример и переводит старушку через улицу, он ее переводит не столько ради той старушки. Старушке, может, на ту сторону то и не надо, да, но кто же у нее будет спрашивать? Есть свободная старушка, нужно срочно перевести ее через улицу, потому что пионер должен делать каждый день какие-то хорошие дела. Тогда он будет хорошим пионером и будет радоваться тому, что вот я какой молодец, хороший пионер, вот и всякое такое. Да? То есть пионер переводит старушку ради того, чтобы быть хорошим пионером. Ну, это я сгущаю краски, конечно, да. Вот, никто не исключал нормальное чувство любви к окружающим людям по этой самой Венере. Но Венера, если вы помните, это еще и животные наши мотивы. Мотивация животная. Та самая глубинная, закопанная глубоко под цивилизованными слоями психики. В подсознании. Поэтому, в принципе, мы пытаемся быть хорошими, чтобы обеспечить себе в вероятном будущем какое-то более или менее худо-бедно приличное существование. С окружающими нас людьми мы должны быть вежливыми и тактичными, то есть уступать место, жертвовать своим местом, да? Помогать женщинам нести тяжелые вещи, то есть тратить, жертвовать свои силы, свое время на то, чтобы помочь другому человеку. Почему? Потому что в таком случае мы будем хорошими, правильными людьми, вписанными в социум, и нам будут какие-то плюшки, ништяки, к нам будут хорошо относиться, мы сможем зарабатывать деньги, мы сможем обеспечить себя едой, пропитанием, кровом и таким образом продлить свое существование. То есть, по сути, если задуматься, человек – животное социальное. И жертвуя чем-то важным для себя, он обеспечивает вот тот самый механизм работы социума, который является глубоко историческим, еще с тех времен, как мы обезьянами, ну, вернее, не мы, наши предки,
обезьянами прыгали по дереву, жили в этой обезьяньей стае, был вот этот обезьяний социум, где обезьяны должны были взаимодействовать друг с другом, чтобы выжить в этих самых опасных джунглях. Все это до сих пор в нас заложено на животном уровне. Поэтому любое самопожертвование, оно в конечном итоге ведет к тому, что ты жертвуешь этим ради себя самого, чтобы тебе было хорошо. Звучит меркантильно, но разница, скажем так, в цифре этого жертвования, да, и делает человека цивилизованным человеком. Вот как-то так. Вот. Поэтому, в конечном итоге, конечно, каждый повешенный приводит себя в неудобное положение ради других людей, надеясь потом на какие-то бонусы от этого, да? Мы жертвуем своим временем, своими усилиями ради любимого человека, ради партнера, ради супруга, потому что этот супруг потом нам тоже поможет, конечно. Помните, вот это сострадание. Повешенный человек, он действует из сострадания к другим людям. Почему? Помните, вот эта сказка «Иван-царевич, не убивай меня, я тебе еще пригожусь». Да? И, собственно, пригождается потом. Иван-царевич-то не убивал этих животных волшебных. Почему? Что он такой добрый, что ли, был? А? Махатма Ганди? Ничего подобного. Сказка не про Махатму Ганди, а про Ивана-царевича. Поэтому Иван-царевич был тем еще меркантильным, разумным, заглядывающим далеко вперед повешенным. Потому что он пожертвовал возможностью съесть вот этого волка, допустим, забрать себе его ценную шкуру. Да, шкура-то ценная. И по сути, человек, который побеждает волка, он может забрать себе его шкуру. Эта шкура уже как бы Иван-царевическая. Понимаете? Но он жертвует этой шкурой, отдает как бы эту шкуру и жизнь волку назад. Просто потому, что волк потом ему еще пригодится. Да? Вот как-то так. Как-то так. Я думала, Один это отшельник. Светлана Филюстина пишет в чатике. И, Светлана, поздравляю вас, вы абсолютно правы. Один это отшельник. Но Один, смотрите, миф об Одине рассказывает нам множество разных историй, в которых он меняется, постепенно развивается. Да? В любом маломальски толковом произведении художественном главный герой должен развиваться. Должен проходить какие-то этапы в понимании чего-то глобального. Собственно, сказка — это всегда путешествие туда и обратно. Как у Хоббита, да? Хоббит пошел вместе с 13 гномами, да, ровно за тем, чтобы вернуться абсолютно другим хоббитом, да, и он прошел тоже все вот эти арканы. То есть, конечно, у нас Один — это отшельник. Он визуально представлен так же, как раньше был представлен на гравюрах, в манускриптах, в рисунках, сказаниях. Вот. Но это абсолютно не мешает ему быть еще и повешенным, который тоже считается Одином. Вот. Более того, тематика повешенного очень четко привязана к Одину. Если вы не в курсе, Одину жертвовали людей, одно время, да, именно таким вот интересным способом, вешая их, подвешивая их там за ногу, либо за шею, неважно. И вообще загуглите повешенный бог, бог повешенных, и скажите мне в чатик, какое имя выдаст вам Google на запрос бог повешенных или повешенный бог. Я могу вам время сэкономить, это Один. Вот. Просто потому, что тематика жертвования связана и с Одином. И жертвование, оно не просто так идет. Оно идет ради продвижения дальше, ради продвижения вперед. Вообще, если смотреть далеко в историю, то повешенный — это познание чего-то нового. И познание чего-то нового у нас всегда связано с жертвованием. Жертвованием чего-то старого. Помните ту самую притчу буддийскую, да, о том, что вот у вас есть чашка, либо кувшин, в котором налито
до половины вода, да, если вы хотите налить в него чай, нужно воду вылить и налить туда чай. То есть, если вы хотите узнать что-то новое, вам нужно пожертвовать чем-то старым. Если вы хотите стать на новую точку зрения, вы должны пожертвовать своей старой точкой зрения. От того, что нельзя сидеть одной точкой зрения на двух стульях сразу. Вы ж не Лукашенко, да, чтобы и нашим, и вашим. Вот, хорошо. Поэтому повешенный что понимает? Он понимает, что для того, чтобы двигаться вперед, нужно жертвовать старым. Для того, чтобы понять будущее, нужно правильно пожертвовать чем-то из старого. Жертва это не есть такая уж страшная. Конечно, это ценное что-то. И вообще, когда мы говорим о жертве, надо сказать, что тематика жертвования, она несколько отличается от тематики купить себе проездной билетик в будущее. Потому что, когда мы покупаем что-то, когда мы расплачиваемся чем-то, это покупка. Да? Помните, как у евреев есть интересная поговорка, что проблема, которую можно исправить деньгами, это не проблема, это расходы. Да? Вот. Поэтому, если вы просто покупаете себе какое-то знание, не жертвуя ничем, ну, такое себе знание. А когда вы новое знание приобретаете, жертвуя свои старые взгляды, свои прежние суждения, вот это меняет вас полностью. Это переворачивает весь ваш мир с ног на голову. И вы по-новому начинаете видеть этот мир. Что у нас происходит в седьмом доме? В седьмом доме человек сталкивается с тем, что он находится где-то примерно в середине пути. Об этом мы с вами уже говорили на предыдущих лекциях. Да? Я, правда, не помню, на какой именно, по справедливости, либо по... вернее, либо в правосудии, либо в колесе фортуны. Но там шла тематика того, что земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Да? Помните, как у Гёте? Вот. Человек сначала, первую половину своей жизни, он учится жить для себя. Строго говоря, первую треть, вторую треть жизни он осознает, что вообще-то с людьми-то всегда интереснее жить, чем в одиночку. Хотеть чего-то для другого человека всегда интереснее, выгоднее и продуктивнее, чем только для себя. Одна голова хорошо, а две лучше. Вот. Примерно вот к повешенному он уже приходит к пониманию того, что да, действительно, если ты хочешь грамотно взаимодействовать с другими людьми, ты должен учиться жертвовать своими интересами ради интересов других людей. Вот. Те, кто был готов пожертвовать, те становились правильными повешенными. Яркий пример, пожалуйста, у вас святой Петр. Именно его рисовали повешенным за ноги. Почему? Потому что в какой-то исторический момент была очень распространена казнь через повешение вниз головой. Это очень мучительная казнь. Вот, наверное, может не настолько же мучительная, как стандартная вешание, да. Я не очень силен в этих способах, поэтому и с терминологией это не очень знаком, да. Но тем не менее, сначала он предал Иисуса. Сначала предал, но потом покаялся, осознал, поменял свою точку зрения, так скажем. И его приняли на довольно высокую должность. По итогу вы знаете, что он носит ключи от храма, от рая. Символика того, что только жертвуя собой ради других людей, ты можешь попасть на светлую сторону. Если ты дошел до понимания того, что нужно работать с людьми, взаимодействовать с людьми, это то, чему учил Иисус, да, люби ближнего своего, то тогда ты можешь стать на светлую сторону. Если же ты погряз в эгоизме и не хочешь жертвовать своими интересами, тогда, висеть придется дольше. Вот. Кстати, второй предатель, который не раскаялся вовремя,
Да? Вы помните, это Иуда. Вот, и он тоже, ну, он самоудушился. Поэтому тоже вот эта тематика идет к правильному предательству. То есть, когда ты жертвуешь своей стороной. Вообще, что такое предательство? Это когда ты жертвуешь интересами своего войска, своей стороны, своей половины. Ради интересов другой половины. Ради интересов неприятеля. Да? И вот когда это на войне, то, конечно, ты предатель. Тебя вешают вниз головой. Когда ты жертвуешь ради своего партнера, а наш партнер это всегда тот любимый неприятель, с которым мы постоянно воюем, потому что нам интересен этот процесс. Да? Отношения двух людей это постоянная мотивация, постоянная война, постоянное взаимодействие. Он тебе что-то говорит, ты ему что-то. Кто кого сильнее любит, кто кого перелюбит. Да? Вот. Поэтому ради того, чтобы победить в этой битве, нужно жертвовать своими интересами и понимать, что нужно переходить на сторону другого интереса. Если ваш противник, если ваш суженый, ряженый, или муж, супруг, любовник, неважно кто, тоже примет ту же самую тактику, вот он будет жертвовать чем-то в вашу сторону. И таким образом, жертвуя другому человеку самое лучшее, а мы с вами помним, что тематика жертвования всегда подразумевала, что божествам нужно жертвовать самый вкусный кусок, самый жирный, самый нежный. Вот. Поэтому вот та поговорка «бери, Боже, что мне не гоже» считается символом жадности, символом неумения жертвовать своими интересами. Да? Вот. Поэтому правильно жертвуешь ты то, что тебе отдавать не хочется. Человек, который висит на дереве, он висит в неудобном положении, в крайне неудобном. Он сам себя привел в это положение просто потому, что понимает, что по-другому никак. По-другому вообще никак. Наталья в чатике пишет, что тематика жертвования связана с Иисусом также. Совершенно верно. Иисус тоже символика повешенного, распятого. Вот. Но карты Таро это карты Таро. И в средние века, ну, нельзя было рисовать Иисуса на картах Таро, понимаете? Это было бы, скажем так, не очень умно. Могли бы прийти, вот, и быстренько объяснить, что вы не правы, что нельзя на вот этих вот дьявольских картах Таро рисовать, как бы, главное божество средневековья. Поэтому, ну, вот тут заменили как-то. Хотя тематика жертвования в, скажем так, в проповедях Иисуса, ну, конечно, тут как бы об этом только ленивый бы не сказал. Поэтому, если вам интересно, какой же кармический урок вам нужно проходить по этой карте, вам нужно учиться жертвовать в первую очередь. Вам нужно учиться жертвовать своим удобством, своим комфортом, своим временем, деньгами, физическими силами, спокойствием, нервами ради другой стороны. Неважно ради кого. Важно, чтобы это было абсолютно искренне, с пониманием того, что да, мне сейчас неудобно, но другому человеку за счет этого будет хорошо. Более глубинное понимание карты приходит, когда понимаешь, что жертвуем мы все по Венере. А Венера это кроме любви такой вот абсолютно бескорыстной, еще и любовь такая меркантильная. Как я уже раньше говорил, жертвуем мы в надежде на то, что нам тоже сверху что-то обломится. Потому что зачем мы жертвуем богам? По какой причине? С какой целью? По причине того, что у нас что-то не ладится, и мы хотим что-то улучшить себе. С целью получить какие-то бонусы, плюшки. Если у нас, допустим, засуха, да, летом, то нужно пожертвовать что-то верховному божеству, либо там специализированному, который отвечает за выдачу дождя отдельно взятым крестьянским хозяйством. Вот. Принести что-то в жертву, чтобы тебе потом стало хорошо, чтобы божество так глянуло, сказало, ну ладно, молодец, хороший кусок барана мне пожертвовал, на тебе там 28 литров дождя на квадратный метр. Вот. И тебе тоже хорошо. Вроде бы сначала ты привел себя в неудобное положение, ты в голодный год отдал кусок жирной баранины, сжег просто так, как бы для божества. Зато тебе в ответ дождь.
Вот, поэтому каждый повешенный жертвует по итогу чем-то важным для себя в надежде получить что-то еще более весомое. Вот. Поэтому Один приковал себя копьем, приколол к Игдрасилю в жертву самому себе, именно в надежде узнать что-то хорошее, что-то приобрести. И приобрел он как раз умение работать рунами. Вот. Он понял, как этими рунами вообще надо пользоваться. Там есть разные версии мифа, он сам их выдумал, либо ему их сообщили, там и прочее, ну, неважно. Он приобрел умение, качество работать с этими рунами. Руны управляют энергиями, скажем так, любого рода энергиями, самыми разными. Вот. И с помощью рун он наконец-то научился не просто понимать, он понял-то еще по предыдущей карте, он еще в Отшельнике все понял. В Повешенном он чем-то жертвует, чтобы понять, как управлять этим всем делом. Вот как-то так. Что у нас идет по второй половине зодиака? Мы уже как бы двумя ногами вступили на этот правильный путь. Сначала мы учились жить для себя первую треть зодиака, потом вторую треть зодиака мы знакомимся с людьми, общаемся, понимаем, что им нужно, понимаем, чем мы им можем помочь, и понимаем, что они нам могут взамен за это предоставить. Это как, понимаете, сначала человек делает воздушный шар, потому что ему нужно куда-то лететь. Загружает его балластом, мешками с песком, который для него является очень важным. Потому что это позволяет ему удержаться в тех нижних слоях атмосферы, которые ему нужны. Но затем, когда воздух в баллоне остывает, нужно как-то подняться выше, да, нужно избавиться от того самого балласта, который тебе изначально был очень полезен. Но ты его сбрасываешь, чтобы тебе в ответ как бы приобрести новую силу, подняться еще выше. Это как та самая ступенька. Для того, чтобы подняться на следующую ступеньку, нужно выложить все то, что мешает тебе совершить тот самый прыжок на эту самую ступеньку. Все то, что тянет тебя к низу. Вот. Как-то так, как-то так. За ноги вешали Петра. Да, совершенно верно. Так у меня ж там Петр и есть, вроде как. Нет. Святой Петр. Все верно. За ноги вешали Петра. Иуда удавился. Вот. Стандартным способом. Вот. Галина подписалась на канал. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Вот такие дела. Поэтому по повешенному мы уже полностью включаемся в процесс взаимодействия с другими людьми. Первая треть зодиака — это человек. Смотрите, есть интересные аналогии на любом уровне. Вот зодиак, как и карты Таро, они представляют собой алгоритм развития чего-то. Любого, всего того, что развивается, можно просчитать по зодиаку, можно просчитать по картам Таро. Даже какие-то физиологические процессы мы можем рассчитать по этому тройственному, по этой троице, да? Завязка, кульминация, развязка, да? Как любое произведение. Так вот, даже на физиологическом уровне человек сначала вдыхает. То есть процесс газообмена в легких происходит как? Легкие сначала расправляются, вбирают в себя воздух, насыщенный кислородом. Человек первую треть своей жизни, он учится, он вбирает все в себя, он кушает, он наращивает мышечную массу, он впитывает знания у других людей, как устроен этот мир, учится как-то что-то сделать для себя. Первую треть жизни человек вдыхает в себя этот мир. Вторую треть жизни человек начинает взаимодействовать с окружающим его социумом. Вот. И получается так, что происходит обмен. Я могу это, ты можешь это. Вот раз. То есть такой равноправный между сторонами обмен. Ты мне, я тебе. Мы рады вам, вы благодарны нам. Да, как бы торговля такая. Абсолютно честная, взаимовыгодная торговля, взаимовыгодное сотрудничество. Это все равно, что газообмен в легких. Марина, добро пожаловать на канал. Это как газообмен в легких, да?
кислород поступает в нашу кровь, углекислый газ как бы входит опять в воздух, да, из крови, и на последней трети зодиака человек выдыхает то, что ему уже не нужно в окружающее его пространство. Поэтому первую треть жизни человек учится, вторую треть жизни он взаимодействует активно, и последнюю треть жизни он живет для мира. Он выдыхает все то, что он накопил в этом мире, скажем так. Поэтому люди уже после 56, как бы, да, они обязаны, должны делиться своим опытом, делиться своим материальным богатством, делиться своей властью, делиться своими взглядами на жизнь, мудростью и прочим. Учить предыдущее, вернее, следующее поколение, учить тому всему, чего его научили предыдущие поколения. Ну, я думаю, что вы поняли. Вот как-то так. Может быть, немножечко так пафосно, философски, возвышенно, но тем не менее у нас с вами лекции не просто по практическим значениям, да, практическому применению этой карты я учу на своих лекциях, на курсах. Я думаю, что вы знаете, что я провожу обучение вот этой системе Таро. Мы разбираем какие-то реальные примеры, разбираем расклады и разбираем, как карта работает в каждом конкретном случае в разных жизненных ситуациях. На работе, в личной жизни, в бытовых в проблемах, в любовных и прочее. Тут мы с вами разговариваем о, скажем так, высшей философии, которую тоже нужно разбирать, иначе вы просто не совсем точно будете чувствовать эти карты. Все-таки это не только прагматика жизни, это еще и философия. Вот. В конце концов, старшие арканы, они-то зародились как раз вот из тех самых философских понятий, которые умные люди средневековья до нас разжевали и составили в такую более или менее понятную на визуальном уровне схему, скажем так. Вот как-то так. Поэтому по лучу миссии, если вам выпал луч миссии, учитесь жертвовать. Учитесь взаимодействовать с другими людьми. Конкретно по этой карте вам нужно понять, от чего вам стоит в жизни отказаться, чтобы помочь другому человеку. Чтобы чувствовать себя лучше, чтобы чувствовать себя нужным, необходимым для других людей. Вот. И чем вы там собираетесь жертвовать? Здоровьем, личным временем, усилиями, деньгами. Что вы делаете не только для себя, но и для других людей. Это поможет вам себя узнать получше и впоследствии стать более правильным человеком, то есть продвинуться дальше на пути развития вот этого интересного алгоритма, который присутствует во всех великих произведениях художественной культуры. Вот. И, в принципе, является собой такой вот универсальный алгоритм развития всего чего угодно, во всем в чем угодно. Вот. Уже дальше, если будете разбирать какие-то темы, будете понимать, где, в какой теме этот алгоритм каким образом представлен, где там повешенный. Ну, например, повешенный у вас идет, если ваша коллега просит вас: Светочка, выйди за меня, пожалуйста, завтра в ночную смену, потому что там у меня кошка рожает, еще что-нибудь, неважно. Что-то там срочное очень, да. Вам, конечно, очень неудобно выходить в ночную смену, потому что только что вы отработали дневную смену, вам бы отдохнуть. И это будет такая, для вас жертва своих личных сил, времени существенная. Вот. Но, тем не менее, человек вы добрый, вы можете по этой карте чем-то пожертвовать, понимая, что потом эта ваша коллега вам будет должна, и вам еще пригодится однажды, да? Как тот самый серый волк для Ивана Царевича. Так, подскажите, пожалуйста, какие карты должны выпасть рядом с повешенным, когда речь идет, что человек сам стал жертвой ситуации? Сложно очень сказать, зависит это больше от расклада, который вы делаете, зависит от положения карты. То есть просто карты, которые рядом лежат, они, карта в первую очередь отыгрывается положением в раскладе, а не потому, что она выпала рядом с каким-то арканом.
Допустим, маг, и если выпал рядом с повешенным, то значит человек сам осознает, прекрасно понимает и сам хочет сделать какую-то жертву, пожертвовать что-то, да. Это очень созвучная карта, и хорошо, если маг будет рядом выпадать. От того, что движение по этой линии, да, либо ты уходишь в понимание своих желаний, либо ты уходишь в понимание того, что нужно пожертвовать ради желаний другого человека, вот, уравновешивает. Опасности по повешенному, давайте поговорим о перевернутой карте, о негативном значении, да, чего стоит опасаться, чтобы не слишком сильно зарываться в этого самого повешенного, какие есть опасности. Я когда вам говорил о том, что вот есть некоторые ошибки, ну не то чтобы ошибки, но неожиданная сторона как раз в том и состоит, что жертвуем мы в конечном итоге-то ради себя, даже делая что-то для другого человека. Стандартно считается, что повешенный жертвует ради кого-то. Не обязательно. Один сам себя приколол ради самого себя. Поэтому по итогу важно понимать, что мы это делаем и для себя. В конечном итоге правильный повешенный, он понимает, что он жертвует ради себя в конечном итоге. Неправильный повешенный, перевернутый, вот он жертвует ради другого человека, забывая о своих желаниях, забывая о своей мотивации. Это, знаете, это вы, если слишком добрый человек, на вас будут ездить все коллеги, и вы будете выходить в ночные смены за других очень часто, а вам взамен за это ничего не будет. Ну, спасибо скажут, ну, спасибо, что в карман не положишь и на хлеб не намажешь, да. И вот человек, который слишком раздает себя другим людям, говорит, да ладно, что такое, я тут вот в прихожей на коврике посплю, да. Ну, такое себе. Он не может быть уравновешенным, счастливым человеком. Рано или поздно он закончится. Если себя раздавать всем подряд, всем вокруг, то ты, конечно, будешь чувствовать себя хорошим пионером, да, который старушка переводит аж до самого дома, да, но не успевает в школу таким образом. Начинает плохо учиться, его выгоняют из хорошей школы, переводят в плохую школу. Поэтому, помогая другим людям, по перевернутому повешенному, не надо забывать о себе. Смотрите, очень часто эту карту в перевернутом положении говорят, вот он не хочет жертвовать, да? Да ничего подобного. Перевернутый повешенный, он и есть повешенный. Он как жертвовал, так и жертвует. Ему как неудобно, так и неудобно дальше. Просто перевернутый — это неправильный повешенный. Неправильно жертвовать чрезмерно. Если вы жертвуете какому-то божеству самую вкусную часть барана, это нормально, это правильно. Но если вы ему жертвуете всего барана, оставляя себе только там копыта и зубы, то это перевернутый повешенный, это чрезмерное жертвование. Это вот да берите, да, я себе там как-нибудь, да я где-нибудь, то в итоге можно как бы и зубы на полку положить, понимаете? Как-то так. Поэтому перевернутый повешенный в негативе, это чрезмерное жертвование. Это родители, которые отдают все-все-все своим детям. Это пенсионеры, которые застряли в этом повешенном и отдают детям большую часть своей пенсии. Дети-то и сами уже нормально так зарабатывают, да, вторую квартиру достраивают в Балашихе. Вот. А мама пенсионерка там 50% пенсии им каждый месяц переводит, да, ну вы же деточки, мне ж много не надо, мне же что ж там, да, мне же вот тут вот хлеб с маслом и то ладно, вот, и хватит. Ну вот как-то так. Напрасные жертвы уничтожения себя. Да, когда вы приводите себя в чрезмерно неудобное положение. Вот. Это тоже плохо. Это уход слишком в этого повешенного. Неправильные весы, ну что значит неправильные весы? Это люди с солнцем в знаке весов, да, они в принципе по настройкам, по умолчанию, они такие очень жертвенные, да. Вот. Одна из основных проблем весов это в том, что они забывают о себе. Вот.
Мужу там что-то нужно делать, все для мужа стирает, убирает, готовит борщ. Муж только лежит на диване там с пультом от телека, смотрит футбол, пиво пьет, да. Жена на 2 работах, еще и дома батрачит. А муж там на полставки где-то там пузо пивное нарастил и как бы ничего не делает. Вот такой вот негативный Овен муж, да. И негативные весы. Такая вот жена, которая, ну, он же муж все-таки, я же его люблю, я же для него все, вот он же меня так любит, да. Такое, как бы, тоже неправильно. Вот вам повешенный в негативе. Это не отказ от жертвы, это чрезмерное жертвование. Это когда вот ради вас жертвуют, а вам это даже не надо, да. То есть, ну, зачем? Я ж не просил, чтобы мне помогали. Вот. Это тоже перевернутый повешенный. Жертва, которую ты понимаешь, что вот человек тебе что-то подарил такое, реально дорогое, да, и ты понимаешь, что теперь ты тоже как бы должен по социальному договору, ты должен тоже ему чем-то там воздать, тоже каким-то хорошим подарком, дорогим, приятным ему, вот, соразмерным хотя бы по стоимости. Вот, и вас это больно бьет по карману, и вы понимаете, что вот тот дорогой подарок, который он вам подарил, вам вообще нафиг не впился, да? А вот те деньги, которые вы тратите на ответный подарок, это уже такая жертва, которая, ну, напрасная. От того, что, ну, вот такие дела. Повешенные в материальной сфере – это убытки или намеренные траты с учетом последующей прибыли. Смотрите, повешенные это не столько траты, сколько то, что вы отдаете. Ну, траты может быть, но вообще по воздушным картам, да, что значит воздушные карты? Это карты, которые находятся в воздушных знаках. Очень сложно говорить о какой-то конкретике, да. Жертвовать деньгами, ну, деньги это такое. Убытки, я бы не сказал. В материальной сфере это скорее то, что тут вот некая цыганщина играет, да. По значениям это какие-то подвешенные, зависшие средства, да. Это то, чем вы жертвуете ради того, чтобы сохранить стабильность, либо еще что-то такое. В общем, там есть множество разных значений. Вот. И надо сказать, что по перевернутому повешенному, если связанными с деньгами, то это как раз вот что-то такое, что если слишком практично говорить, то это скорее средства в обороте, зависшие, подвешенные средства, которыми вы жертвуете ради того, чтобы дело двигалось, шло дальше, развивалось. Это какие-то траты на развитие, да, то есть вот у вас есть хороший доход каждый месяц, и вы понимаете, что нужно потратить большое количество денег на то, чтобы построить второй цех, допустим, производственный, да? И это повешенный. Вы как бы жертвуете эти деньги в счет своего же будущего. Вот. Вкладываете в свое будущее, думаете о развитии, переходе некой границы дальше, чтобы двигаться. Не просто вот наматывать прибыль еще раз, да, а скорее вот. Я бы сказал, что в деньгах это умение жертвовать, само собой, прямой смысл никто не отменял, не только переносный. То есть это благотворительность, это понимание того, что если ты жертвуешь для кого-то другого, да, то в конечном итоге это тоже тебе зачтется неким образом. Либо люди будут знать, либо тебе будет просто приятно хотя бы так, либо там налоги тебе скостят, если в налоговой системе предусмотрен такой вариант, что при участии в благотворительности тебе как бы могут скостить часть налогов. Тоже такое может быть. Вот. С учетом последующей прибыли. Намеренные траты с учетом последующей прибыли. Да, вот может быть. Траты, ну как, скорее вложения. Скорее все-таки вложения. То есть тут он такой разумный. Один же тоже не просто так себя к Игдрасилю приколол копьем. Это же он сознательно, намеренно сделал, чтобы узнать что-то.
а не просто потому, что ему там захотелось пострадать, повисеть, да? Вот. Жертвовать императрицей — это своей внешностью и семейными ценностями? Да по-разному, по-разному. Опять же, все очень зависит от расклада, от темы. Если эта тема связана с внешностью, то может быть жертвовать внешностью, может быть жертвовать женственностью, может быть жертвовать количеством, жертвовать ростом этого количества, да, потому что императрица по Венере у нас часто связана с увеличением количества. Это прибыль, да? Допустим, можно жертвовать прибылью с целью, там, я не знаю, развития дела там, для своих сотрудников, либо еще что-то. Ну, что угодно может быть. Зависит от вопроса, зависит от самой ситуации, которую вы рассматриваете. Когда эти же самые карты будут выпадать у вас в ответе на конкретную ситуацию, вы будете чувствовать, о чем говорит этот отшельник. Вернее, повешенный, да. У вас уже... Смотрите, вы пытаетесь по карте набрать сначала значений, которые потом пытаетесь как-то вставить в ситуацию. А вам нужен обратный процесс. Вы должны сначала хорошо понять ситуацию человека, который к вам пришел. Потом прочувствовать, каким образом эта карта относится к этой ситуации. И там все само собой будет понятно. Если человек спрашивает у вас за деньги, да, то, конечно, повешенный будет говорить о жертвовании денег. Если же он будет спрашивать, а чем тут нужно будет жертвовать деньгами, либо имуществом, там каким-то недвижимым, допустим, да, смотрите себе две ветки, если повешенный выпадает в ветке, которая говорит о деньгах, значит это жертва денег. Если повешенный выпадает в ветке, которая говорит там жертвовать имуществом, либо личным временем, значит речь идет о личном времени, либо имуществе. В любом случае это жертва. А повешенный жертвует вообще всем. Повешенный жертвует. Понимаете? Неважно чем. Пан Роман, скажите, пожалуйста, можно ли будет приобрести ваш курс записи? Сложно сказать. Это нужно будет набирать. Я как раз сегодня обдумывал этот вопрос, что надо будет как-то набрать просто отдельную группу. Не столько практических... Смотрите, я в группе, я работаю с людьми. Можно сказать, не то чтобы адресно, но лично. То есть у меня группы по 7 человек. Почему такие маленькие группы? А то, что я видел, что есть там группы у кого там, у Исет, по-моему, Котельникова. Я какие-то там видел видео сегодня, кстати, пощелкал. Столько интересного в Ютубе, оказывается, есть про тарологов вообще. То есть, ну, я-то редко хожу, смотрю к коллегам, что там у них делается. А тут сегодня что-то зашел, глянул. Интересно, у Котельниковой, допустим, была запись курса, лекции, по-моему, да, там прям 70 человек в группе. Думаю, нифига себе, это что, она с каждым из них работает? Ну, с 70 же людьми. Это только односторонний процесс. Она просто говорит, и 70 человек сидят, так слушают, какие-то задают вопросики в чате. У меня в группе каждый человек может задать вопрос. Мы работаем с домашними заданиями. У меня каждый человек карту дня тянет, делает расклады. Потом мы разбираем с каждым человеком конкретно его расклады на лекциях. Поэтому 7 человек. Но если сделать еще отдельную группу, где вот как Котельникова, допустим, да, просто приводить свои примеры без обратной связи и отвечать на текстовые вопросики в чате, ну тогда можно и 70 человек набрать, но только мне будет не очень комфортно. Может быть попозже. Если на канале будет 100 тысяч человек, да, тогда, может быть, я буду такие группы делать, но они пока не знаю. Не знаю, думаю над этим, но пока не знаю. В любом случае, доходить до такого, как у кого-то там... Не так давно со мной связалась одна девушка и спрашивала, что там как по учебе. И рассказала, как она учится у одной очень известной на ютубе ютуберши. Я так понимаю, она не столько таролог и астролог, сколько ютубер уже теперь, да? И вот там в группе 600 человек. Вы представляете, это ж не группа, это же просто какой-то, огромный зал.
да, зрительный зал, и все. Вот. Само собой, что там будет. Там об обратной связи и просто речи быть не может. Там, конечно, жестко. Вот. 600 человек в группе. Это не обучение, это просто платные лекции. Лекции я могу и на YouTube делать. Зачем мне курс набирать? Может быть, знаете, может быть, я сделаю такие вот лекции на этих самых для спонсоров в YouTube или как-то продавать я буду. Может быть, но это надо подумать. Будет запрос, будем что-то делать. Роман, где можно посмотреть информацию по практическим разборам? Нигде. Вот смотрите, дело в том, что есть два рода информации, да, есть информация, которая есть в открытых источниках, и которую я собрал и обработал, сделал какие-то выводы, поставил какую-то схему, создал визуал, да, ну то есть вы видите, тут работы много, хватает, да. Вот, но это в принципе та информация, которой я готов делиться на YouTube абсолютно бесплатно, просто потому что это такая информация скорее первоначальная, да, начального этапа обучения. Вот. А практика раскладов это более детальная вещь, которую так просто всем не дашь, поэтому тут уже в группах обучения. Практика в группах обучения, от того, что там очень важна обратная связь. Вот. Напрасные жертвы уничтожение себя. Ну вот да, кстати, по напрасным жертвам тоже такая тема есть. Кто везет, на том и едут. Манипуляций нет. Манипуляций нет. Я должен сказать, что манипуляция это очень модное слово сейчас, да, которое привязывают везде во взаимоотношения, где они хоть чуть-чуть идут с каким-то перекосом в какую-то сторону, сразу же начинают говорить о манипуляции. По повешенному, повешенный прекрасно понимает, чего хочет другой человек. Это не манипуляция никак вообще. Манипуляция это когда вас обманывают, заставляя думать, что вы хотите чего-то для себя, а на самом деле вы хотите сделать то, что от вас просит манипулятор. Это дьявол. Вот он, как бы да, он хватается за желания людей, он привязывает их к этим желаниям, и манипулирует их с помощью привязанных желаний. Их же. Но это его желание на самом деле. Вот это уже идет манипуляция. Манипуляция и работа с желаниями идут по огненным знакам. Вот стрелец, допустим, да. Желание есть, конечно, в огненном овне. Это обратная сторона умения прочувствовать чужие желания. Но фишка весов и овна как раз и состоит в том, что овен абсолютно отчетливо, честно, ярко и без тени сомнения говорит о своем желании. Овен хочет чего-то себе. Он не манипулятор вообще ни разу. Он просто очень, даже не властный человек. Он человек, который чего-то хочет, ярко, настойчиво. Целеустремленный очень человек, понимаете? Я хочу, и вот, и все. И вы там как себе хотите, я хочу вот этого. Весы смотрят на это желание и понимают, человек хочет чего-то важного. Давай-ка я ему в этом помогу. Желание весов – это желание помочь овну в этом самом желании, понимаете? Там о манипуляции не идет речи, абсолютно. По-хорошему, речь о манипуляции идет, когда идет обман. А овен, он не хочет обманывать. Зачем? Когда проще просто сказать: я не буду тебя обманывать, я хочу вот это. Все. Настоящий правильный овен всегда абсолютно искренен. Потому что он абсолютно искренне говорит о своих желаниях. Да, я хочу есть, а что такого? Вот. Как-то так. Когда следующий поток обучения? В апреле месяце я буду набирать на весенний поток. И я думаю, что к апрелю месяцу я уже соображу, что там делать с, возможно, еще с одной группой, которая будет вот как вы хотите, просто делиться какими-то примерами реальными. Вот. Роман хотел бы к вам на курс. Ну, давайте так. Вы мне пишите в WhatsApp.
Номер WhatsApp есть в описании к видео. Ссылочки есть в описании к видео. Все есть в описании к видео. Вот. Я вас запишу в список ожидания, да, который на апрель месяц. Там уже, правда, 50 человек. Поэтому я вам абсолютно ничего не гарантирую. Гарантирую только то, что всем людям из этого списка я сообщаю о том, что начинается новый поток. Дальше уже как повезет. Вот. Выбираю я учеников абсолютно случайным образом из этого общего списка. Мария спрашивает: простите, но меня съедает любопытство. Красивую колоду уже вы, пан Роман, разыграли, ваша любопытная ученица. Нет, она еще вот здесь лежит у меня. Это на ближайшую неделю. У меня сейчас просто есть очень важное дело, которое я должен заделать. Оно занимает у меня очень много времени. Вот, поэтому розыгрыш будет чуть-чуть попозже, но он будет. Вот, если хотите поучаствовать в розыгрыше, просто пишите в комментарии к тому видео, где был розыгрыш, что хочу колоду. Может, вам повезет. Вот, как-то так. В общем и целом так. Ну что, вот, можно сказать, такая у нас карта. Надеюсь, вам понравилось. Вот, мне было очень приятно с вами сегодня пообщаться, пофилософствовать, если мои измышления, конечно, можно охарактеризовать таким серьезным словом. Но, по крайней мере, продумали вот по поводу этой карты, что нужно, чего делать не нужно в глобальном плане. Учитесь жертвовать собой ради других людей, но и не забывайте, что в конечном итоге вы тоже должны быть счастливы. Когда вы помогаете другому человеку, вы должны помнить, что центр вашей вселенной — это все-таки вы, вот, а не кто-то другой. Вот такие дела, пироги. Добренько. Всем спасибо. Увидимся с вами в четверг, я надеюсь. Я не обещаю, что во вторник я буду, просто потому что слишком много навалилось сейчас на меня. Что там дальше? Ну, вот, наверное, в четверг и поговорим. А можно малюсенькое хоть видео с практическим раскладом какой-то ситуации? Ну, можно, да. Я думаю, что один из эфиров в какое-то ближайшее время, как быстро, правда, я не знаю, но разберем. Что-нибудь разберем такое, чтобы вы просто видели, как это все работает. На самом деле это все очень просто, если просто-напросто наработать себе практику. И когда мои ученицы говорят: пан Роман, ой, я так никогда не смогу, как вы можете, я всем говорю одно: это просто практика. Вот это просто практика, много-много лет практики, и все у вас будет получаться. Хорошо, добренько, рад был всех видеть, увидимся на следующей неделе. Всем приятного воскресного вечера и приятной будущей рабочей недели. До свидания всем.